Эта история случилась на краю поселка. В самом последнем доме, почти вплотную к соснам, жила пожилая учительница, Вера Павловна. 40 лет она отдала школе, а теперь тихо доживала свои дни среди книг, старых фотографий и воспоминаний. Однажды к ней приехал племянник Артем, ухоженный, самоуверенный человек из города. Он появился не ради семейной встречи. У него были долги, и весьма серьезные. Решение он придумал простое – продать участок тете под строительство мусороперерабатывающего полигона. «Вам уже тяжело одной», – холодно говорил он, складывая ее вещи в коробке. «Подпишите доверенность, и я устрою вас в пансионат. Все будет прилично. Настолько, насколько позволят деньги». Он вел себя грубо, повышал голос, запрещал выходить во двор и даже начал разбирать часть старой обшивки дома, словно демонстрируя, время хозяйки прошло. Соседи слышали крики, но вмешиваться боялись. И именно в разгар очередного скандала во дворе появился волк. Местные жители знали его, крупного серого зверя, который иногда выходил к окраине поселка в поисках легкой добычи. Он не был ручным и тем более сказочным помощником. Его привел к людям голод. В зубах он тащил старый, потрепанный брезентовый рюкзак. Этот рюкзак волк нашел в заброшенной штольне в нескольких километрах от поселка. Когда-то внутри лежали армейские консервы, и даже спустя десятилетия ткань хранила стойкий запах жира. Волк не понимал, что именно несет. Он просто рассчитывал, что люди разорвут добычу, и ему достанутся остатки. Когда Артем заметил зверя, он выругался и попытался отогнать его. Замахнулся ногой. Вера Павловна, несмотря на возраст, шагнула вперед и схватила рюкзак раньше. Ткань расползлась в ее руках. Среди проржавевших жестянок оказался герметичный планшет, тот самый, с которым 30 лет назад ушел в экспедицию ее муж, геолог. Его считали пропавшим без вести. Внутри лежали полевые дневники, карты, заверенные выписки и официальные документы с государственными печатями. Оказалось, что еще тогда ее супруг оформил участок и прилегающий лес как территорию традиционного природопользования с бессрочным правом владения. Более того, под домом были обнаружены редкие пласты реликтовой глины, и территория получила статус памятника природы. По закону здесь нельзя было вести никакое строительство, ни склад, ни ангар, ни тем более полигон. Эти бумаги становились непробиваемым щитом. Артем попытался выхватить документы, но шум уже привлек внимание соседей. Кто-то вызвал участкового и представителей экологической службы. Специалисты быстро подтвердили подлинность бумаг. Когда племянник понял, что земля теперь не просто непригодна для продажи, а находится под охраной государства, его уверенность исчезла. Попытка махинаций с имуществом пожилого человека могла обернуться уголовным делом. Ночью он покинул поселок, оставив машину у обочины. Вера Павловна осталась в своем доме. Лес официально признали заповедной зоной, а ее назначили общественным попечителем территории. А волк? Он получил кусок свежего мяса, который женщина вынесла к опушке в знак благодарности. Зверь не знал, что стал невольным участником справедливости. Он просто пришел за едой. Иногда лес не вмешивается, а иногда выбирает проводника. И порой этим проводником становится тот, кого меньше всего ожидаешь увидеть у своего порога.